Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие товарищи. 18:26, 9 ноября 2020 года. Город Санкт-Петербург. За бортом плюс 7 градусов. Ветер, холод, жуть, зуб на зуб не попадает. Сегодня в районе где-то, наверное, 2 или 3 часов, я не знаю, вышел на улицу покурить. Небо безоблачное, ни тучки, ничего вообще. Солнышко сияет. Это после утреннего дождя. А холод такой, что даже вообще там не то, что хороший хозяин собаку, а даже выходить холодно. Вот. Такие вот у нас изменчивые погоды. Ну, едем сейчас уже, конечно, солнце зашло. Самые мерзкие 1,5 месяца впереди. Точнее, самые мерзкие 3 месяца. Через 1,5 месяца настроение начнет повышаться, потому что день пойдет на увеличение. И это даже будет чувствоваться. Сейчас пока что каждый день все короче и короче. Так. Я сейчас очень спешу. Ужасно, какие перспективы этой зимы, даже представить себе невозможно. Что будет зимой-то? Будет хоть снег-то, а? Так, ну чего ты вылез-то сюда? Что ты тут у нас? Honda, поехал, молодец. Так, мы с вами поедем прямо. Машина у меня нищебродская, руль без подогрева. Еще и машина не прогрелась. Прям-пам-пам-пам. Пари-ра-ра-ра-рам. Кстати, Новосилевский. Что-то там у нас вчера все перекрывали из-за этих каких-то там световых шоу, что ли, перекрывали. Ну давай, худосочная. Так, зелененький, поехали. Как-то нам везет. Слушайте, мы проскакиваем. Мне бы до Васильевского так доскочить. Было бы, в общем-то, очень неплохо. Ну, это еще зеленый. Так, немножко нас ведет. Совсем чуть-чуть, вы даже не почувствовали. Я слегка почувствовал при пересечении трамвайных путей. Задрифтовали бочком-с.
Умное слово дрифт. Я когда начал ездить за рулем, так я его и не знал. Мы называли это ездить боком. Так, давай, дяденька, по-быстренькому, и мы поехали. Молодец. Так, давай там. Ай-яй-яй. Ну чего, пацаны, боимся, что ли, ехать вперед? Да поехали, 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 там как-нибудь разберемся. Давайте проедем, а там будем разбираться за перекрестком. Вот и все. Все равно с трамваем тут всем стоять придется. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Что-то, знаете, закопался в работе. Есть одна такая, не знаю, может быть, вы читали, «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки. Хорошая книга относительно некоторому обучению жизни. Все нельзя брать оттуда, конечно, потому что человек описывает свою жизнь, описывает свои решения, которые он делал в жизни, правильные. Но это абсолютно не значит, что он описал все решения, которые у него были правильные и неправильные. Потому что зачастую нужно сделать парочку неправильных решений, а потом сделать 5 правильных. И вот тогда ты будешь в плюсе. И тогда у тебя все пойдет нормально. Вот. Но там есть одна такая хорошая фраза. Если ты закопался, перестань копать. Вот у меня то же самое сейчас с работой. Я даже не знаю, как мне перестать копать-то. Все началось с того, что я сначала заболел этой китайской заразой. Месяц дома просидел. А потом я уехал на месяц на курорт. Форд Мафия, СПБ. Ну давай, ты же такой тут вот на Форде-то такой деятельный, резвый был. Как вот перестать копать? Как перестать работать? Как, не знаю как. Как в детстве говорили. Как он кверху? Текучка затягивает. Так, может мне Новосельский там рвануть? Не тут. Там и не тут. Ладно, поехали тут. Будем надеяться, что телефон, на которого навигацию обычно включаю, на него же сейчас и видео пишу. Полуграмотные водители не знают, что если трамвай остановился и никто к нему не идет, то можно ехать.
Давайте по-быстренькому. Слушайте, вообще шикардос. Так вот, потом, правда, мне придется вот в этой пробочке стоять. Но сейчас пока что полный шикардос. Сколько мы с вами едем? 11 минут. Слушайте, за 15 минут до Васьки точно доеду сейчас. Час-то пик. Так, трамвай тут вот только может нам испортить наш с вами гешефт. Ну, точно испортит. Volkswagen, двигайся вперед, продвигайся ближе. Ты молодец. Давай. Вот так вот. Так, господа, знаете, что еще делаем? Я сегодня с утра обнаружил, что у меня 100 подписчиков. Пожалуйста, если вы зашли на мой канал, зашли случайно, или вас еще угораздило на мой канал подписаться, отпишитесь. Это не коммерческий канал, это раз. Информации здесь никакой интересной не бывает, это два. И третье, контент здесь безупречно скучный, вообще никакой. Вы посмотрите, вы хоть раз видели, вот даже если вы несколько раз посмотрели, вы хоть раз видели что-нибудь интересное? Нет, ничего не будет интересного. В самом начале видео 30 секунд или минуту про погоду, и все, и больше ничего. Дальше какая-нибудь галиматья. Я вот не понимаю, вот он там уже стоит за перекрестком, за стоп-линией. Что он там повернуть-то не может? Ну, наконец-то. Повернул. Volkswagen, что тут у нас? Jetta, по-моему. Не вижу, отсвечивает мне. Вот что, тебе выдвинуться еще на 5 метров совесть не позволяет, да? Вот такой вот бессовестный. Так. Смотрите.
15 минут, да? Ну да, 15 минут, 15-16 минут до Васильевского в час пик. Супер-пупер. Так, ну все, господа, я уже добрался. Заехать надо к старшей жене за подарком. Что-то у меня не срослось все в день рождения заскочить. Ну давай, Тойота. Нету здесь места. Нет его совсем. Ну, давай, только не рассказывай, что хочешь вкорячиться задницей в это место. Ну давай. Кто там за рулем? Почему-то мне кажется, что там или юноша какой-то очень бледный. Ну, девица, по ее поведению, это прекрасно видно, что это девица. Все, господа, я добрался. Всем вам удачи, всем вам всего самого доброго, всем вам всего самого хорошего. Пусть у вас все будет хорошо, берегите здоровье, не шляйтесь в общественных местах. Счастливо.